Если вы хотите любоваться ранним цветением в следующем сезоне, то стоит заняться посевом некоторых цветочных культур уже в декабре. Спросите, зачем так рано? Я поясню. Дело в том, что многие растения имеют долгий период вегетации, и от всходов до появления первых цветов порой должно пройти не менее 4-5, а то и более месяцев. Но красота этих культур настолько восхищает, что отказаться от таких растений очень сложно. Именно по этой причине их начинают высевать на рассаду уже в декабре. Польза ранних посевов и в том, что если семена по разным причинам не взойдут, у вас будет предостаточно времени на повторный посев. Возможно, вы приобретете в цветочных магазинах более свежий и качественный семенной материал. Ведь многие цветы дают всходы только из свежесобранных семян. Ранние посевы хороши и тем, что уже из выращенных сеянцев вы сможете дополнительно снять черенки. Это не только увеличит вашу цветочную коллекцию, ведь растения, выращенные вегетативным путем, то есть черенкованием, зацветут даже раньше вашей рассады. Такое двойное размножение очень выгодно. Оно экономит ваше время и деньги. Так какие растения необходимо высевать на рассаду уже в первом месяце зимы? Для создания ярких клумб и цветников, а также для срезки на шикарные букеты можно вырастить восхитительную по красоте эустому. Эустома – это красивейший цветок, который очаровывает своей нежностью, формой и окраской. Но у этого цветка очень долгий период вегетации. Посев ее в обычные сроки, например, в конце зимы или в марте, цветов можно и вовсе не дождаться. Поэтому эустому необходимо высевать уже в декабре, крайний срок в январе. Кстати, второе ее название – лизиантус. Это растение неприхотливым в разведении не назовешь, но его красота стоит того, чтобы потратить время и усилия на выращивание рассады. Не зря эустому еще называют королевой букетов или ирландской розой. Невероятно красиво на клумбе и в комнатном цветоводстве клубневая бегония. У этого растения декоративна даже листва, но особой красотой обладают яркие махровые цветы, которые могут радовать почти все лето до морозов. Кстати, плотные цветы и бутоны бегонии довольно устойчивые к дождю. С этим цветком получаются самые яркие и долгоцветущие композиции. Хочу обратить ваше внимание, что у многих растений очень мелкие семена, которые нельзя заглублять. Высевают их на поверхность слегка влажной рыхлой почвы. Сверху можно немного присыпать речным песком и сбрызнуть теплой водой из мелкодисперсного пульверизатора, а еще лучше светло-розовым раствором марганцовки. Далее посевы накрывают стеклом или пленкой и помещают в теплое под освещение место с температурой около 20-25 градусов. Чтобы увидеть как можно раньше цветы, в первом месяце зимы можно уже высевать зональную пеларгонию. Это универсальное растение, способно украсить не только сад, но и ваш интерьер. Единственное, что в саду его выращивают как однолетник. Зато этот цветок почти не имеет себе равных среди прочих растений по обильности и яркости соцветий, а также продолжительности цветения. Этот универсальный красивый вид пеларгонии обрел широкую популярность как комнатная, балконная и садовая культура. Ее можно высевать на рассаду с середины, конца декабря или в январе. К таким же относятся и ампельные петунии. От обычных сортов они отличаются долгим периодом вегетации. Но если вы задали целью увидеть ее первые цветы уже в апреле, то посевы лучше производить в декабре. Если же вам ее раннее цветение не столь важно, то ампельную петунию можно высевать на рассаду в январе-феврале. В общем, вы можете сами подобрать необходимые вам сроки, учитывая, что сеянцы начнут цвести не ранее, чем через 4-4,5 месяцев от всходов. Но с подросшей зимней рассады вы сможете успеть еще снять много черенков. Друзья, большая к вам просьба, поделитесь своими знаниями и посоветуйте, какие растения вы рекомендуете высевать уже в декабре. Я буду благодарна всем вашим советам, лайкам и комментариям. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать выход новых видео. В первом месяце зимы можно посеять на рассаду яркую герберу. Этот красивый цветок зацветает только через 7 месяцев после появления всходов, поэтому нет смысла откладывать ее размножение. Эффектные, крупные разноцветные герберы легко украсят не только ваш сад, но и интерьер. Кстати, для комнатного цветоводства более других подходит красивая гербера Джемсона.
Этот неприхотливый вид обладает длительным цветением и более компактными размерами. К растениям с длительным периодом вегетации относятся африканская ромашка или гацания. Ее экзотические цветы появляются не ранее, чем на 5-й месяц от всходов. Поэтому этот яркий и засухоустойчивый цветок, который способен цвести все лето до заморозков, необходимо сеять на рассаду в декабре. При посеве в первом месяце зимы гацания сможет порадовать вас своими крупными, яркими цветками уже в мае. Это отличное растение для самых жарких и солнечных цветников. Для создания ароматного пышного бордюра в саду очень советую вырастить лаванду. Но учтите, что ее семена требуют стратификации в холоде не менее месяца. Поэтому посевы лаванды можно начинать уже в декабре. Кроме всего, эта культура дает всходы только из свежесобранного материала. Имейте в виду, что просроченные и залежалые семена, скорее всего, ростков не дадут. Правда сказать, семенная лаванда цвести начнет только через год, но зато эти растения успеют нарастить свою зеленую и корневую массу, и уже к моменту высадки на постоянное место в открытый грунт они будут достаточно крепкими кустиками, которые с успехом перезимуют. К таким же культурам относится и красавец дельфиниум. Его семена также необходимо перед посевом стратифицировать и для размножения использовать только свежий посевной материал. Стратификация необходима и таким цветам, как вербена и яркая аквилегия. В ней также нуждается очень красивая комнатная глоксиния, которую тоже стоит посеять в декабре. Все эти растения отличаются изумительно красивым цветением и разнообразной окраской цветов. Однако при столь ранних посевах очень важно соблюдать оптимальный температурный режим и создать дополнительное освещение сеянцем. При недостатке света всходы начнут вытягиваться, сильно истощаться и могут даже погибнуть. Переувлажнение также недопустимо. Любителям ярких неприхотливых летников советую посеять в декабре разные сорта колеоса. Среди этой декоративно-лиственной культуры есть очень эффектные представители с яркой многоцветной листвой. Как правило, семена дорогих и редких сортов продают в малом количестве, буквально по несколько штук, поэтому очень выгодно уже подращенную рассаду расчеренковать и вырастить намного больше растений. Уже в начале зимы стоит посеять на рассаду неприхотливую гвоздику шабо. Ее яркие долгоцветущие кустики будут уместными в любом цветнике. А к ней в компанию можно высадить очаровательную виолу. К таким же неприхотливым, пестрым и долгоцветущим культурам относится гайлардия, а для создания красивых клумб в тенистых местах можно вырастить стойкие морозники и гейхеры. Не забудьте про теневыносливые примулы и яркие астильпы, привлекающие внимание своими пышными метельчатыми соцветиями. Все эти многолетники смогут украсить тенистый сад и в особом уходе не нуждаются. Ваш сад смогут украсить неприхотливая солнечная нотера и купальница. Также можно посеять семенным способом флокс метельчатый и красавицу с очаровательными синими цветами горячавку. Из красивых пышноцветущих апельных культур можно посеять на рассаду в начале зимы обильно цветущую калибраха. Роскошные кустики этого растения способны преобразить территорию сада, террасу, балкон и домашний интерьер. Подчеркнет ее красоту еще одна ампельная культура, которую также стоит посеять уже в декабре. Это дихондра. Ее длинные свисающие побеги напоминают изумрудные водопады. Это очень эффектное, неприхотливое растение, которое незаменимо для декорации стен, вертикального озеленения, подвесных кашпо и создания оригинальных цветочных композиций. Как видите, даже зимой цветоводам найдется чем заняться. Хотя многие скажут, зачем заниматься рассадой, когда проще приобрести уже готовые растения. Так и есть. Но учтите, что ценовая разница при покупке семян и саженцев очень большая. Именно по этой причине лучше не тратить деньги и время даром, а попробовать вырастить цветы самому. Единственное, о чем я хочу напомнить, при покупке семян всегда обращайте внимание на срок годности, указанный на упаковке, и необходимость в стратификации. Также очень важно заранее подготовить место будущей рассаде. Молодым всходам важны не только тепло и оптимальная влажность, но и дополнительное освещение. Надеюсь, что вы справитесь с этим нелегким, но очень увлекательным занятием. Ведь иметь красивые цветы – это всегда хорошо, а вырастить растения из семян
своим трудом, это вдвойне радостно. А если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.